Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня мы будем менять свечи и мыть радиатор на гантели 2015 года. Поехали! Разборку мотоцикла начинаем с нижней части пластика. Нам надо снять две вот этих вот нижних боковины. Поскольку мотоцикл уже рестайлинговый, начинается все со снятия с противотуманки. На дорестайле противотуманку можно не трогать. Она там мешает чуть-чуть снятию одной боковины, но это не принципиально, можно и не трогать. Самое сложное и хитрое в снятии туманки — это снять разъем. В передней части есть отверстие, куда нужно вставить маленькую шлицевую отвертку и сделать вот такое движение вверх. Отгибается язычок на разъеме, и она легко снимается. Дальше все просто. Ослабляем болты крепления и снимаем ее просто в сторону. Откладываем куда-нибудь подальше. Далее торкс. Снимаем плавничок. Он немного сопротивляется, потому что упирается в кронштейн. Так. Под плавничком, собственно, еще один винтик, который крепит непосредственно боковинку к кронштейну в туманке. На дорестайлинге здесь нет никаких винтов. Остается открутить 4 винта по краям, 2 вот здесь, 2 вот здесь, и боковина снимается. Движение вниз. Язычок вставляется в резинку в верхнем пластике. Убираем боковину. Следующим шагом откручиваем вот этот пластик. Накладка бардачка. С правой стороны он крепится на двух винтах, которые видно после открытия бардачка. С левой стороны есть еще один винтик внизу. Тут все элементарно. Самое главное, если кто-то полезет сам, не путать крепеж. Винты, которые крепят вот этот пластик, длиннее. Винты, которые крепят пластик бардачков, короче. Это важный момент, на который многие вообще почему-то не обращают внимания. Следующий шаг — это снятие нижней части пластика радиатора, потом, соответственно, самой решетки. Здесь все достаточно просто. Два винта с двух сторон. Так. Достаточно много грязи, хотя по сильно грязным дорогам мотоцикл не ездил, но все равно она откуда-то собирается. Там сантиметровый слой. Так. Дальше нужно снять хромированный плавничок со второй стороны.
Плавничок снимается просто. Спереди один торкс, сзади клипса. Выкручиваем центр пластиковый и просто вынимаем. Самый сложный момент в снятии пластика радиатора заключается в отщелкивании вот этих вот двух клипс. Почему-то многие их отламывают, хотя они очень легко разбираются. Сложно показать на видео, но я сейчас попробую показать, как они устроены. После отщелкивания клипс центральная часть вынимается просто вверх. На радиаторе имеется два металлических, вернее алюминиевых ушка с прорезями. В прорези вставляются вот эти вот язычки. Просто аккуратно между алюминием и пластиком просовываем отверточку или любой подходящий инструмент. Язычок отгибается и все вынимается. Ничего не ломается здесь, все очень просто и логично. Если не ломать, разумеется. Остается 4 самореза под торкс 130. С той стороны я их уже открутил. Раз, два. И пластик очень легко снимается. Только сверху еще есть два язычка. Вот этот пластик, к которому крепятся поворотники, вставлен в них. Его можно не трогать, главное не торопиться. Оп. Дальше мы немного опускаем мотоцикл и снимаем верхние боковины. Верхние боковины далее снимаются достаточно просто. Начинаем с вот этой пластмасски. Здесь один винт под торкс. Здесь я подлезу шуруповертом. Далее пластмасску сдвигаем чуть назад и снимаем. Все абсолютно аналогично делается со второй стороны. Далее один не самый удобный винт сверху. Все, плавник нам больше не нужен. И просто все винты по кругу. Все. Далее мы сливаем антифриз. Здесь вот есть очень удобная пробочка. Никаких ни ключей, ничего. Дабы ничего не забрызгать, не открываем сразу верхнюю пробку. И спокойно ждем, пока стечет максимум. Когда течь ощутимо перестанет, на всякий случай открываем верхнюю пробку радиатора. Когда антифриз слит, пробочку мы закрываем. Следующим шагом мы снимаем хомуты пружинные. В этом очень часто помогают такие специальные самодельные переделанные геббельсы. Вот, существуют специальные съемники.
Вот, но это на самом деле не очень принципиально, каким способом достигать цели. Главное ничего не перегибать. Сдвигаем хомут на одном шланге. Далее то же самое с другой стороны снизу на другом шланге. После чего нам надо снять два стопорных кольца сверху, одно снизу. Снимаются они очень просто руками. Не теряем шайбочки, которые под ними. И не забываем их ставить потом обратно. Нижний крепеж. Немного отодвигаем радиатор вперед. Вынимаем его из одного шланга. Далее берем кусачки. Перекусываем вот этот хомут. Отсоединяем разъем на вентилятор. Все совершенно элементарно. И снимаем верхние крепежи. Если что-то где-то не идет, неплохо побрызгать силиконовой смазкой. Никаких излишних усилий лучше не применять. Здесь может течь изо всех свободных мест, к этому надо быть готовым. Очень аккуратно это все стараться собирать. Так, и далее нужно еще вспомнить, где у нас шланг от расширительного бачка. В принципе, для удобства его можно прямо от бачка отсоединить. Так. Здесь тоже есть остатки антифриза. Так, что-то мешает. Шланг расширительного бачка. Прекрасно. Еще осталось два хомута, которыми крепится к жгуту радиатора проводка подсветки днища. Она далеко не у всех есть, поэтому я забыл ее отсоединить. Так. И еще один шланг. Вот этот. Все, перед нами снятый радиатор. На первый взгляд достаточно чистый, но в нем достаточно много битумных пятен, и все равно его нужно промывать.
После мойки радиатора Керхером получаем примерно вот такую картину. Радиатор был загрязнен не сильно, проехал всего 10 тысяч километров по не очень грязным дорогам. В ситуациях, когда радиатор загрязнен сильно, применяем технологии замачивания в мыльной воде в теплой на ночь, а также предварительно моем в автоматической мойке деталей. После чего сбиваем не сильно мощным керхером. Как видите, никаких сот не загнуто, хотя многие считают, что это происходит обязательно. Вот. Главное соблюдать правильный угол и ни в коем случае не смещать струю, иначе все загнет и эффективность радиатора сильно упадет. У данного радиатора не было проблем с перегревом у мотоцикла, но профилактически я считаю, что эту процедуру гантели каждые 10 тысяч надо проводить. Для снятия катушек нам понадобится вот такое приспособление. В работах помогает стрекозел, которого нашли в пластике. Далее снимаем вот этот пластик. Просто вверх с двух сторон две защелки, крепящие электрические провода. Справа две, слева одну. Никаких сложностей. Просто снимаем пластик вперед. Он крепится на тех же креплениях, что и радиатор. Убираем его в сторону. Дальше видим две самые главные сложности. Первое — это вынуть сами катушки из головки без повреждений. Для этого нам понадобится специальный инструмент. Без специального инструмента, не сломав, это сделать практически невозможно, хотя многие пытаются. И вторая проблема, с которой очень часто сталкиваются не очень опытные мастера, это трубка вентиляции картерных газов. Она вынимается из вот этих вот резинок. РСД нам говорит, что нужно их греть. Как бы можно пойти таким путем. Вот. Я, как правило, пытаюсь аккуратно их потянуть. Если ничего не получается, как в данном случае, откручиваю вместе с вот этими крышками. Все прекрасно снимается и получается ничего не сломать. Но приходится изготовить спецключик. Сейчас мы его покажем чуть позже. Сначала обычно откручиваю 6 нижних винтов. Винты алюминиевые, в идеале по-хорошему их нужно менять. Но на практике, если без фанатизма их затягивать, они переживают несколько установок без проблем. Нижние болты откручиваются легко и удобно. Верхние болты менее удобны. Откручиваются вот такой вот самодельной приспособой. Ну, самое сложное — это центральная часть. Этот способ не очень соответствует рекомендациям оригинальным, но зато он полностью избавляет от проблем со сломанной трубкой, потому как из опыта разборки этих мотоциклов трубка пользуется постоянным спросом на разборе, потому что ее все время все ломают. Почему-то все считают, что мотоцикл как бы смогут обслужить сами и вечно ищут эту трубку. Она не очень-то дорогая, но ее часто не бывает под рукой. И вопрос, зачем? То есть таким вот образом, да, это медленно, да, это сложно, но это точно позволяет ничего не сломать. И практика показывает, что все отлично получается. После того, как все болты выкручены, все очень простым движением снимается в сборе. У нас открывается отличный доступ к катушкам, и мы ничего не ломаем таким образом. Далее снимаем со всех катушек разъемы. Это делается достаточно легко. Аккуратно поддеваем язычок, не сильно. Катушки, ну, если они уставшие, могут начать отламываться язычки, если пластик рассохся.
Снимаем таким образом все разъемы. И дальше с помощью специального инструмента втаскиваем катушки. Существуют различные китайские съемники катушек для РТшки с таким же захватом. К сожалению, для гантели они не подходят. Именно по причине, что близко рама. Таким вот образом одеваем, расшатываем и снимаем. Все достаточно легко и просто. И так со всеми 6. Выглядит достаточно нормально. Ну, скорее всего, первая свеча будет ржавая в любом случае. Остальные уже ржавые, когда сильно запущены, как правило. Катушки выглядят хорошо. Далее нам нужен сжатый воздух. На всякий случай дуем свечные колодцы, дабы убедиться, что нет никакой лишней грязи, чтобы не насыпать ее в цилиндры. Кстати, к сожалению, в большинстве сервисов этого никто не делает. После чего выкручиваем свечи головкой на 14 высокой. Самая страшная свеча должна быть вот эта. Сейчас увидим, насколько она страшная. Мы в работе используем обычную высокую головку. Безо всяких фиксаторов свечки достаем магнитом. Вот такой вот печальный результат. Хотя это еще достаточно неплохо. Буквально за 10 тысяч километров свеча стала вот такой. Все остальные будут выглядеть нормально. Первое всегда больное место у этих мотоциклов. Свечи ставим вот такие NGK. Это та же самая модель, что стоит в оригинале. Единственный, в общем-то, имеющийся в природе аналог. Затягивать свечи можно в соответствии с рекомендацией, указанной прямо на упаковке со свечой. Соответственно, свечи у нас имеют не конус, а уплотнительную шайбу. Соответственно, с момента, сначала закручиваем свечу от руки до касания уплотнительной шайбой, и потом доворачиваем на четверть оборота. Делаем так со всеми свечками. И ставим катушки. Катушки мы смазываем смазкой. Сейчас я ее покажу. Маска у нас Molykote 111. Она на силиконовой основе. Предназначена для систем зажигания. И ее очень хорошо использовать для тормозных суппортов.
Достаточно сложно ее найти, но она очень зарекомендовала себя, проверенная временем, выдерживает очень высокие температуры, очень стабильная по вязкости. Мы совсем немного смазываем наконечник катушки и промазываем этой смазкой верхнюю часть, верхнюю резинку в месте уплотнения, чтобы уменьшить вероятность попадания влаги. Возвращаем все стяжки на свои места, ровно на те же, на которых они были с завода. И заливаем антифриз. При заливке антифриза необходимо прокачать систему охлаждения. Существует 3 точки, через которые стравливается воздух. На помпе, слева на двигателе, на головке и на радиаторе с левой стороны. Начинаем снизу вверх по одной, чтобы в каждой не было воздуха. После того, как мы выгнали воздух из всех отверстий, мы доливаем, закрываем плотно пробку радиатора и доливаем до уровня антифриз в расширительный бачок. После чего заводим мотоцикл, даем ему прогреться до рабочей температуры, ждем включения вентилятора. Как только он выключится, радиатор выключится, глушим мотоцикл. После того, как вентилятор выключился и мы убедились, что все охлаждается правильно, мы собираем пластик в обратном порядке. И, в общем-то, на этом все. Сегодня мы закончили этот ремонт.
ближайшее время постараемся снять видео по замене воздушного фильтра на этом же мотоцикле. Если у вас есть какие-то замечания, предложения, пишите в комментариях, ставьте лайки. Если есть предложения, темы, которые вы хотели бы увидеть в следующих видео, также озвучивайте. С вами был Антон Больших. Всем пока!